on my pillow, leave the winter on the... Великая сила искусства. Автор Ая, соавтор Адорада читает Кэт Вилд. Глава 18. Намджун наконец опустил Ханбина на пол. Они остались втроем. Гости не торопились уходить, ведь буквально только пришли. Ничего толком не посмотрели. «Простите, Ким Сак-джин, вы не составите нам компанию?» — внезапно предложил Намджун. Тот повел плечами, словно они озябли, но ответил все с той же улыбкой. «Буду рад. Что вы желаете посмотреть? Картины, украшения? Может, подобрать вам что-то не менее красивое, но более сдержанное?» Он кивнул в сторону бархатной коробки с колье. «Как мне обращаться к таким важным гостям?» Сак-джин смотрел больше на Ханбина. Был предел его нервам, вид ребенка позволял ему держать на лице улыбку. «Намджун, Ким, а это мой сын Ханбин». Мальчик запоздало поздоровался и шагнул поближе к сверкающей витрине. Но смотрел на того, кто за ней. Намджун же подавил в себе странное желание предложить Сак-джину свой пиджак. Здесь было прохладно, а тот стоял в одной рубашке. «Ханбин, что мы хотим посмотреть?» — уточнил Намджун у сына. «Здесь все очень красивое. Можем посмотреть все, папа», — деловито заявил мальчик. «И потом я хочу посмотреть весь город». «Весь город мы не успеем даже за неделю, даже если очень мельком, из окна такси», — улыбнулся Намджун. «Мы к вам из Вашингтона. Просто путешествуем. Я друг мистера Пака. Работаю в том же отделении, лингвистом». Сходу выложил он, будто Сак-джин интересовался такими подробностями. «А еще он не женат», — как бы между делом сказал Ханбин. «Эй, молодой человек, это вообще-то очень личная информация. Зачем она нашему новому знакомому?» Возмутился Намджун и осторожно улыбнулся. «Простите, он иногда не думает, прежде чем что-то сказать. Пойдемте куда-нибудь, покажете нам самые достойные полотна в вашей галерее». «Все в порядке», — успокоил Сак-джин. «Мы всегда очень бережно относимся к конфиденциальной информации наших гостей. Если вы хотите посмотреть полотна, предлагаю вернуться на первый этаж». «Благодарю вас за понимание». Намджун слегка подтолкнул ребенка в спину, чтобы тот шел первым. «А каких вы предпочитаете худо?» «Нет, надо же было что-то говорить по пути, а не только разглядывать Ким Сак-джина». По этим двум причинам Намджун и пропустил тот момент, когда его послушный маленький джентльмен помчался с широкой лестницы с радостным воплем. Как будто его в конце там ждали какие-то аттракционы, а не картины. «Ханбин!» — выкрикнул Намджун, но поздно. Пытаясь перемахнуть сразу через несколько ступенек, ребенок запутался в собственных ногах, не рассчитал траекторию и полетел кубарем вниз, вместе с намджуновским сердцем. Он сам чуть не слетел точно так же, кинувшись к сыну. А тот надрывно взревел, держась за ногу. «Господи!» — ахнул Сак-джин, спеша за ними и мысленно представляя, что с ними всеми сделают, если в их галерее покалечится ребенок работников ФБР. Но циничные в своей сути мысли отступили от звуков детского плача. Он присел рядом с Ханбином и заворковал. «Ну что ты, юный господин, очень больно? Позволишь посмотреть?» «Больно», — всхлипнул мальчишка и ткнулся в колено отца лбом. «Отпусти ногу, не держи, малыш». Намджун звучал очень тихо. И видно было, как внутренне его по-прежнему колотило. Как из глаз до сих пор не испарился ужас. Намджун бывал разным со своим ребенком, иногда вдумчивым и спокойным, несмотря на его нескончаемые вопросы. Иногда ворчливым, но ласковым, когда ему было просто некогда на них отвечать. Иногда чуть отстраненным, чтобы мальчик учился самостоятельности. Иногда строгим,
когда этого требовала ситуация. Но сейчас Намджун был совершенно растерян, потому что в сознании уже случилось самое страшное. Он мог потерять сына. И если бы тот упал, скажем, виском о ступеньку. Дети же такие хрупкие. Впрочем, взрослые тоже. Для Намджуна в жизни не было никого дороже этого мальчика. Он был его семьей, его отражением, его продолжением и смыслом. Ради него Намджун научился быть собраннее, организованнее и еще умнее. Он заменял сыну сразу обоих родителей, когда развелся с женой, пытался заменить, вырастить достойного человека. Но ведь и сам в детстве так же падал и теперь понимал, почему так мама кричала на него после. Она кричала, потому что ужасно за него боялась. Злилась, потому что боялась. Намджун не кричал, он просто не мог. Голос куда-то пропал, сел, как будто внутренний крик посадил его. «Сакджин, нам, кажется, нужен врач», — попытался сказать он. «Сделаем», — тихо сказал тот со спокойной уверенностью. Эта задача была ему понятна. «Ханбил, милый, не надо плакать, хорошо? Сейчас мы поедем в большой машине, чтобы твою ножку посмотрел доктор. Давай папа возьмет тебя на руки, или лучше я». Он бросил на Намджуна обеспокоенный взгляд. Сможет ли тот нести ребенка на руках? «Вы сможете нас подвезти до ближайшей больницы? Я буду бесконечно благодарен». Намджун собрался, приподнял сына на руках, встал с ним, стараясь держать очень осторожно, не тревожить ногу. Тот уткнулся уже в плечо и тихонько подвывал туда всю дорогу до двери. «Я отвезу вас к своему врачу», — решил Сакджин. «Там точно не будет очередей и очень хорошее оборудование». Он вывел гостей через запасной выход с другой стороны здания, к своей машине с изящной статуэткой духа экстаза на капоте. Усадил на заднее сиденье и пристегнул Намджуна, перегнувшись через него. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — мягко сказал он. Сел за руль и рванул вперед. «Спасибо, большое спасибо». Намджун уложил Ханбина поудобнее, а потом, поглаживая его по голове, то по руке и плечу, глядя в окно, начал петь. Ну, как сказать петь? Напевать себе под нос. Очень коряво, мимо нот, но так забавно, что ребенок скоро перестал плакать, а под конец даже захихикал тихонько. «Папа, перестань!» Плечи Сакджина задрожали и не переставали дрожать до самой больницы. Он остановил машину прямо перед входом в большое здание, где располагалась частная клиника, и, не оборачиваясь, сдавленно сказал: «Скажите, что вы от меня. Вас примут. Я сейчас припаркую машину и подойду». «Спасибо», — снова повторил Намджун, не уставая благодарить. Вылез из машины с ребенком на руках, чудом не угробив их обоих, и понесся в здание, по пути ласково и громко отсчитывая, так что вся округа слышала. «Ничего смешного, что ты смеешься. То плачешь, то смеешься. Бинни!» Имя Сакджина и правда произвело эффект. Их приняли тут же, врач пригласил их в кабинет, осмотрел ребенка и отправил на снимок. Намджун как раз нес его обратно, когда Сакджин вернулся. А Ханбин рассматривала результат. «Это что такое?» «Это малая берцовая кость, малыш. И ты, кажется, ее сломал». «Ничего, заживет. Попрыгаешь у меня 2 месяца в гипсе и будешь как новенький». Намджун улыбнулся Сакджину. Ему однозначно полегчало. Ханбин не плакал и стоически переносил все осмотры, даже когда ему гипс накладывали. Ни разу не пискнул. Только после всего этого Намджун сказал как-то обреченно и в сторону: «Ну вот, съездили в город погулять. Мы оплатим все лечение и ваши расходы, связанные с возникшими из-за травмы трудностями». У Сакджина были покрасневшие глаза. «Мне очень жаль, что так вышло.
От лица нас обоих я приношу вам самые искренние извинения. Намджун округлил свои и выслушав. Перестаньте, пожалуйста. Это я должен платить вам и извиняться перед вами, что выдернул вас с работы. Попросил куда-то везти. Я не имею к вам ни малейших претензий и даже не собирался их придумывать. Ханбина, а ты что думаешь? Извините, пожалуйста, вздохнул тот, глядя на Сакджина. Но тут же добавил. Папа, но я все равно хочу посмотреть город. Хорошо, папа закажет такси, и будешь смотреть его из окна. Если где-то захочешь остановиться, буду носить тебя на руках, пока не устану. Снова обреченно вздохнул Намджун. Как-то совсем иначе он представлял себе эту поездку. Инцидент произошел в нашей галерее. Это наша ответственность, твердо сказал Сакджин. Пожалуйста, позвольте нам извиниться. Может быть, я смогу отвезти вас пообедать, а затем покатать по городу. О, Намджун заулыбался. Если вас не затруднит, мы отказываться не будем. А потом, когда проходил мимо к выходу, тише только для Сакджина добавил. Клянусь, больше никаких песен у вас в салоне. И почему-то подмигнул. Сакджин как-то горестно заломил брови, но улыбнулся ему нежно-нежно. Ничего, я переживу, если вы снова доведете меня до слез, шепнул он. Подождите меня несколько минут в холле, пожалуйста. Я оплачу прием и позвоню в галерею. А Тэхён говорил, что в Сан-Франциско живут хорошие люди, вспомнил Ханбин, когда вышли из кабинета. Что-то сейчас я не понял. На что это ты намекаешь? Удивился Намджун, перехватывая его поудобнее. Давно он в качалку не ходил. А зря. Мышцы покрепче сейчас бы очень пригодились. Ну, он говорил, я вспомнил. И это и правда так. Ханбин поднял голову, заглядывая в лицо отца. Это же так? Ты, видать, еще и головой ударился, хмыкнул Намджун. Ну или я. Потому что я тебя не понимаю. Да, это так, но твоя фраза про Тэхёна... Ну, она звучала так, как будто он говорил, что это так. А на самом деле не так. Блин. Папа! Ханбин потянулся ладошкой к его голове. Это ты ударился головой. Или у тебя температура. Намджун зажмурился, а потом приоткрыл один глаз. Ну как? Нет у меня температуры. По-моему, есть. Очень по-взрослому цокнул языком Ханбин. У кого есть температура? Сполошился вышедший Сакджин. Давайте вернемся. У папы. И у меня. Раздалось в унисон, а потом в один голос и засмеялись. Юмор у нас такой дурацкий, простите, пожалуйста. Намджун посмотрел на Сакджина немного виновато. Пойдемте, вздохнул тот. Сейчас я подгоню машину. Как только они вышли на улицу, Намджун резко затормозил. Они так убегали, что Сакджин оставался в одной рубашке, а свое пальто Намджун забыл в галерее на вешалке в гардеробе. «Подождите, Сакджин», — попросил он, догнал его и буквально вручил ему ребенка. Потом снял свой большой теплый пиджак из шерсти и накинул ему на плечи. И только потом забрал сына, прижимая к своему еще горячему телу. Наверное, у него и правда была температура. Может, от стресса? Или просто джетлаг? «Спасибо», — просто кивнул Сакджин. Он подогнал машину к выходу, чтобы усадить пассажиров, и достал из багажника широкий плед. «Завернитесь вдвоем», — предложил он, вручая плед Намджуну. «Вдруг захотите открыть окно? Куда сначала? Обедать или что-то конкретное посмотреть?» Он склонил голову в ожидании ответа, поглаживая пальцами рукав пиджака. «Мост!» — тут же ответил Ханбин, закутавшись в плед, как в кокон. «Бейни, там сейчас холодно, наверное», — начал было Намджун, но как только ребенок запричитал, что все равно хочет посмотреть, закатил глаза. Он сейчас не мог ему отказать.
Он вообще очень редко это мог, только в крайнем случае. «Посмотришь из окна. На улицу не вынесу», — строго сказал он. «Сакджин, отвезете нас посмотреть на ваш мост?» И уже себе под нос. Как будто в городе других красивых мест нет. Ханбин. Сакджин смотрел на своих пассажиров в зеркало. На мост лучше смотреть всего вечером. Он красиво подсвечен. Сейчас, не выходя из машины, ты мало что увидишь. Давай мы сейчас покормим твоего папу. Он переволновался, и ему нужно немного расслабиться. А потом я покатаю вас по красивым улицам. Ты слышал про разукрашенных леди? Нет, не слышал. Мальчик посмотрел на него, поймал взгляд в отражении. А что это? Я согласен, можно сначала поесть, а мост вечером. Намджун с изумлением посмотрел вниз, на сына, а потом на Сакджина, в то же зеркало. У него появился очень интересный вопрос. Что это за магия? Обычно его ребенка с намеченной цели могла остановить только глухая бетонная стена. Ну и то он пробивал, как бронепоезд. А тут здравствуйте, приехали. Сакджин при всем желании никакой стеной не назовешь. И это разноцветные домики в викторианском стиле, которые стоят редком, начал рассказывать тот. Папа рассказывал тебе про королеву Викторию. Это была королева Великобритании, которая правила очень-очень долго. Он неспешно рассказывал мальчику про королеву, про Англию, про дома и чем они примечательны, про землетрясение 1906 года. Рассказывал и рассказывал, пока не подъехал к небольшому ресторанчику. «Вот здесь мы и пообедаем», — сообщил он. Вышел и распахнул перед Намджуном дверь и принял Ханбина на руки. Намджун и сам с удовольствием слушал его рассказы. Они с Ханбином оба слушали и не перебивали. А уже в ресторанчике, сидя на стуле, мальчик заявил. «А я могу вам рассказать про короля Сэджона». На что Намджун ласково рассмеялся. «Ты лучше ешь нормально. Я уверен, Ким Сакджин и сам хорошо может рассказать про короля Сэджона. Вы же тоже родом из Кореи, Сакджин». «Как вы догадались?» Вилка в руках дрогнула. «О, даже не знаю. Может, по фамилии или глазам?» Намджун улыбнулся широко и весело. «Я надеюсь, это не слишком неудобный для вас вопрос. Вы второй раз заставляете меня вспомнить детство», — мягко попенял ему Сакджин. «Прошу, пощадите. Лучше я послушаю про короля Сэджона. Вдруг молодой господин расскажет мне что-то, что я не слышал раньше». Намджун сложил руки в молитвенном жесте. «Прошу прощения, я не специально». А потом вернулся к еде. «Он придумал хангыль», — важно заявил мальчик. Намджун, конечно, не стал его поправлять, хотя очень хотелось. «Я умею писать на хангыле. Ну, конечно, ребенку нужно было похвастаться даже с гипсом на ноге. Меня папа научил. Хотите, я напишу ваше имя?» «Это неплохо пишет. Даже разговаривает», — подтвердил тот. «Ханбин, ешь, пожалуйста. Потом напишешь». «Обязательно напишешь», — уверил Сакджин. «Сначала поешь. Потом мы возьмем пирожные, а потом ты мне покажешь, как умеешь писать». «Ладно». Мальчик согласился и очень быстро все доел. Правда, потом выяснилось, что Намджун куда-то потерял свою ручку из кармана пиджака. Пиджак пришлось Сакджина снять, чтобы потом надеть обратно. Так что писать было нечем. Намджун мог бы попросить у официантов, но ребенок вспомнил, что хотел гулять, важно пообещав написать Сакджину письмо на хангыле. Намджун обещал проконтролировать, что оно дойдет до адресата. Разноцветные домики в рядок Ханбину очень понравились. И достроенные, наконец, пирамиды Трансамерики. И вечерние уголочки Сан-Франциско.
Но когда они, наконец, подъехали к дому, ребенок уснул на заднем сиденье, умаялся. Намджун очень осторожно выбрался из салона, поплотнее закутав сына в плед, и обернулся на Сакджина, который вышел следом. «Не будем его будить, пусть поспит. Такой насыщенный день», — сказал он, запихнув руки в карманы брюк. Потом вдруг встрепенулся и потянулся к Сакджину, чтобы снова залезть в карман своего пиджака, на этот раз не снимая с него. «Прошу прощения», — улыбнулся, доставая небольшой фотоаппарат и сигареты. Сделал несколько снимков, пусть Ханбин увидит, что проспал. Прикурил сигарету и предложил Сакджину взять одну. Ну, мало ли, тот тоже захочет. День для всех выдался насыщенный. Тот отрицательно качнул головой. «Спасибо. Я не курю. В моем возрасте это уже вредно». «Сколько вам лет?» — уточнил Намджун, поглядывая на него, хотя вид на вечерний мост был, конечно, завораживающий. Тюмин про него рассказывал, но Намджун всегда считал, что лучше увидеть самому. Рассказы — лишь слабая тень любых впечатляющих достопримечательностей. 36, вздохнул Сакджин. По крайней мере, так значилось в его документах. Я могу подождать вас в машине, чтобы не мешать, и отдать вам пиджак. Холодно же. Вы мне не мешаете, и мне не холодно, поспорил Намджун и протянул руку. Мол, можете потрогать, убедиться. Вы всего на год старше меня. Сакджин несколько неудоуменно коснулся теплой руки, обхватил ладонь пальцами и, вскинув взгляд на Намджуна, словно спрашивая, что дальше. А Намджун очень аккуратно притянул его поближе и обнял за плечо поверх пиджака, положив его руку себе на рубашку, прямо на грудь. «Если вы хотите уйти, потому что холодно вам, погрейтесь об меня. Только не уходите. Я люблю быть один, но только не сейчас». «Я хочу...» Голос Сакджина дрогнул. Так легко было сделать роковую ошибку. Тем более с человеком из ФБР, который чтит законы. «Хочу, чтобы вы меня обняли. Крепко. Пожалуйста». Намджун прижал его плотнее, затягиваясь до фильтра, потом резко выбросил окурок и подключил к объятию вторую руку. Сакджин, не самый маленький в мире мужчина, так легко и компактно поместился в его руках, даже в пиджаке на размер больше. «Крепче», — уточнил Намджун. «Да», — почти беззвучно выдохнул ему в шею Сакджин, удобно устраивая подбородок на чужом плече. Намджун сомкнул за ним руки, так сильно сжимая, что казалось, как будто их не две, а гораздо больше. «Так», — и прижался горячей щекой к его щеке. «Да», — прошептал Сакджин. «Давайте мы так постоим немного, можно? Вы такой замечательный отец, Намджун. Я бы в детстве все отдала, чтобы меня так обнимали мои родители». «Я тоже». Намджун улыбнулся, прижимаясь кончиком носом к его волосам. «Вы очень помогли нам сегодня. Я безумно благодарен. Можно попросить вас о новой встрече?» «Погулять с вами и Ханбином?» — уточнил Сакджин. «Погулять со мной», — отозвался Намджун. «Хотя, боюсь, вы понравились и моему сыну тоже, и он не простит мне, если я его с собой не возьму». «Погулять с вами?» Тот переспросил как-то удивленно, словно не понимал, как Намджуну в голову могла прийти такая мысль, но согласился. «Я с удовольствием погуляю с вами при одном условии. Вы меня завтра поцелуете». Намджун приподнял голову и заглянул ему в лицо. «Завтра?» — осторожно переспросил, скользя взглядом по невероятно красивым чертам. Намджун любил созерцать красоту, любоваться ей, наслаждаться, разглядывать. Но красота Сакджина его манила куда сильнее. Ее хотелось коснуться. «Завтра», — шепотом подтвердил тот. «Но если вы не захотите,
Вы можете просто прийти вдвоем, и мы забудем об этом разговоре. Куда мне заехать за вами и во сколько? Намджун заставил себя смотреть ему в глаза, потому что на губы так долго смотреть было сложно. Нужно было еще подумать, куда деть больного ребенка в чужом городе, с кем его оставить, черт возьми. Но забывать об этом разговоре и обещании Намджун точно не собирался. В галерею в любое время до 10 вечера. Сакджин пошевелился, ослабляя объятия и высвобождая руки, прижатые к груди Намджуна, только для того, чтобы обвить ими его талию и снова приникнуть вплотную. Я буду рад, если вы придете. Намджун прикоснулся лбом к его лбу и прикрыл глаза, обещая. Я обязательно приду. Глава 19. Чимину казалось, что одна из сцен из намджуновского рассказа ожила перед ним, когда минуту назад они еще были в Сан-Франциско. Он даже узнал свой любимый район, Вестерн Эдишн. А потом резко очутились где-то в Осаке, как будто кто-то перекинул их вместе с автомобилем на другой конец земли. Маленькие домики с изящными крышами, иероглифы на вывесках, витрины с разнообразием суши и даже сакура в катках по всей улице. Это же была она. Чимин высунулся из окна автомобиля, разглядывая крохотные деревца. Кажется, это здесь. Название магазина господина Хаттори дублировалось на английском языке гораздо меньшим шрифтом, чем красовалось на японском на самом внушительном из всех зданий. Огромная вывеска с черными иероглифами на красном фоне была такой заметной, что мимо точно не пройдешь. Да ее и из космоса, наверное, было видно. Чимин потянул на себя тяжелую металлическую дверь и почти что ругнулся. Посетителям тут с самого начала было несладко. Но в небольшом предбаннике их встретила высокая эффектная девушка в струящемся черном шелковом кимоно. Чимин мог бы поспорить, что она не являлась японкой, но глаза ее были накрашены так, что с первого взгляда можно и перепутать, если бы не рост. Она выслушала гостей, поклонившись им, потом заставила их снять обувь и проводила через несколько залов с широкими раздвижными сёдзи к узкой деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Чимин прислушался. Сверху раздавались звуки музыки, негромко, очень умиротворяющие, а по всему первому этажу медленно плавал аромат благовоний, больше древесных, чем каких-то еще. Поднимаясь вверх, Чимин невольно подумал, что не хотел быть спущенным с этой лестницей. Она была страшно крутой и уходила куда-то в темноту, откуда раздавались звуки. Проводница исчезла в этой тьме первой, вежливо попросив гостей подождать на ступеньках. Музыка стихла. Чимин услышал резкий мужской голос. Он звучал не слишком довольно, но в итоге девушка вышла из темноты и вновь поклонилась. «Проходите, пожалуйста. Господин Хаттори готов вас принять». Чимин едва не навернулся, делая шаг в какое-то ничто, хотя пол был ровный. Чуть не запутался во множестве преимущественно черных норен, что отделяли их от этого господина. Поэтому, наверное, и выпалил, как только увидел его, сидящего на полу в тусклом красноватом свете ночников по всем 4 углам. «Господин Хаттори, что вы можете рассказать о бриллианте Хоупа?» Окон в этом помещении вообще никаких не было. И ничего больше, кроме Хаттори Ханза, светильников сякухати, которую он отложил на черную подушечку подле себя и неожиданно рассмеялся. «А что бы вы хотели о нем знать? Всю его многовековую историю? Может быть, для начала вы представитесь?» Он перевел взгляд с одного гостя на второго, и пламя ночника на мгновение перекинулось в его черные глаза. «Пак Чимин,
специальный агент Федерального бюро расследований из Вашингтона. Отчитался все еще столичный агент. А это мой коллега из вашего города, Ким Тэ-хён. Ким Тэ-хён. Ханза выдержал довольно внушительную паузу. Пак Чимин, садитесь, прошу вас, в ногах правды нет. В его тоне удивительным образом сочеталось радушие, заинтересованность, безразличие и насмешка. Просто невероятно мелодичный рисунок получался из таких, казалось бы, несочетаемых друг с другом нот. Тэ-хён сел на циновку, по-турецки скрестив ноги. Упражняться в японском способе он не желал, а потом дернул за руку Чимина, призывая последовать его примеру. Ну и стыдно было в этом признаваться, но Чимин рядом придавал Тэ-хёну каких-то сил. Хотя бы тем, что он вспоминал, что он не птенец над бездной, а федеральный агент и не должен подвести напарника. Чимин сел рядом в той же позе, переглянулся с Тэ-хёном и повторил. «Так что вы можете?» Не успев договорить, он почти что дернулся назад, инстинктивно нащупывая кобуру под пиджаком. Что уж поделать, работа такая. Ходить везде с оружием даже не при исполнении. Потому что Хатори достал из-за спины катану и, как будто в танце описав лезвием полукруг над собой, ударил ему в колокольчик где-то под потолком. А потом убрал оружие на место. Через пару минут та же девушка принесла им чайный поднос и поставила между господином и гостями. Когда она ушла, Хатори наполнил 3 небольшие чашечки и протянул 2 из них агентам. «Простите, что не совсем традиционно. Я не был готов к вашему визиту». И снова на лице мелькнула тень усмешки. «Впрочем, если бы он был официальный, я бы узнал о нем раньше, чем вы вышли из здания отделения. Ну или откуда вы там вышли». Тень становилась отчетливее, уголок губ дрогнул. Ханза поднес чашку к губам, придерживая ее 2 руками. «Так что вы хотите знать, господа? Изготавливал я копию небезызвестного бриллианта?» «Да, изготавливал. А еще вопросы?» «Кто выступал заказчиком?» Тэ-хён обнял чашку ладонями, согревая пальцы. «Лучше бы отопление сделали», — подумал он. «Сколько сил вложить в этот антураж и остаться без элементарного комфорта, доступного любому человеку в Америке». «И сколько было этих копий?» — добавил Чимин, глотнув чая. Он оказался очень ароматный и согревающий, хотя Чимину пока холодно не было. Кровь от этих всех поездок кипела. Почти лениво протянул Ханза. «Я не помню имя. Нужно посмотреть. Вы никуда не торопитесь. Могу я задать свои вопросы?» «Сколько вы изготовили копий?» — упрямо повторил Чимин. «Сначала скажите, а потом спрашивайте что угодно». Он не боялся этого человека, потому что всегда верил в то, что больше бояться стоило тихих и неприметных. Хатори таким точно не был, хоть и старался слиться с темнотой. Старался, если не напугать, то насторожить любого наблюдателя. Чимин знал, что такие люди, как очень опасные морские змеи, они никогда не укусят без надобности, если их сильно не разозлить. А судя по взгляду Хатори, они даже не начинали его злить, скорее развлекали. 2 за последние пару месяцев. Но, кажется, я пытался сделать это и раньше. Не помню. Надо посмотреть. Ответил тот и протянул гостям вазочку с рисовыми пирожными. Тэ-хён куснул одно, буквально пригубил из вежливости и отложил в сторону. «Вы сами изготовили камень?» — поинтересовался он. «Сам», — легко ответил Ханза, чтобы тут же уточнить. «Вам не понравилось угощение, господин Ким Тэ-хён? Его я тоже сделал сам. Знаете ли, господин Хатори, что 2 изготовленная вами копия, по-видимому, попала в Смитсоновский институт.
а оригинал был наглым образом похищен из него. Вмешался Чимин, даже не почувствовав вкуса пирожное, которое тоже взял и буквально проглотил. «Вам не понравилось, кем Тэхён?» — повторил Хатори с ощутимым нажимом, даже не взглянув на второго агента. «Я слишком американец для таких изысканных явств», — безразлично ответил Тэхён. «Не понимаю полутонов, не чувствую вкуса». «А выглядите, как кореец», — Ханза вскинул черную, явно подведенную бровь. «Впрочем, вы тоже», — кивнул Чимину и усмехнулся, отвечая запоздало. «Разумеется, я ничего об этом не знаю. Откуда мне знать? Да и зачем? Вы же понимаете, что будете привлечены к этому делу», — нахмурился Чимин. «Пока мы здесь практически с дружеским визитом. Но сегодня все еще может измениться. Господин Хатори, мы должны получить от вас информацию о вашем заказчике». «Понимаю, но не совсем понимаю оснований для своего привлечения, господин Пак». Ханза допил свой чай и медленно поставил чашечку на поднос. Беззвучно, больше не притрагиваясь к ней, чтобы обновить. «Я подготовлю для вас все необходимые вам ответы. А сейчас можете идти». Чимин видел, как сомкнулись чужие ресницы, скрывая взгляд. Хатори больше не вернул его им обоим. Чимину хотелось спросить: «А вопросы? Вы хотели задать нам вопросы?» Но он поднялся и поблагодарил хозяина дома за прием. «У меня есть еще один вопрос», — вдруг сказал Тэхён, не сдвигаясь с места. Чимин удивленно посмотрел на него, а Хатори, поглаживая рукоять катана, словно та была музыкальным инструментом, правда, не издавала в ответ никаких звуков, и молча ожидая вопрос, но не поворачивая головы. «Могу я увидеть Вакидзаси?» Как-то неожиданно мягко поинтересовался агент. «Можете, если придете один», — хмыкнул Ханза. Чимин хлопнул глазами на них обоих по очереди. «Сейчас», — с нажимом произнес Тэхён. «Я лично приготовлю для вас то, что в Америке называются пирожными». Это он выпалил как-то совсем неожиданно. Просто понимал, что давить на Хатори Ханза бесполезно. Сделка — единственный возможный путь. Катана вновь описала полукруг в воздухе, колокольчик прозвенел дважды. Ханза лишь мельком взглянул на девушку, скоро вновь появившуюся в помещении. Указал взглядом и кивком головы на Чимина. Та взяла его под локоть и вывела к лестнице какими-то интересными путями. Так что он даже не запутался в шторах, но, откровенно говоря, охренел. «Подождите внизу, пожалуйста», — пролепетала она с опасной улыбкой. Спасибо, что не придала ускорения. Чимин спустился лишь до половины ступенек, девушка ушла вперед, но он не торопился, прислушиваясь. «Ну, посмотри, если найдешь», — хмыкнул Ханза. Его обе и Вакидзаси в нем скрывались под верхним кимоно. Но туда еще добраться надо. Через несколько слоев плотной черной ткани. По уму Тэхёну нужно было извиниться и вежливо отступить. Где-то там, за шторами, был его напарник, а впереди дело. И вообще не было никакого особого смысла в этом грёбаном Вакидзасе, кроме любопытства. Только любопытство и какое-то чувство диссонанса. Поэтому он приблизился вплотную, бестрепетно раздвинул верхний слой тяжелого шелка и провел раскрытой ладонью по левому боку Хатори. Пальцы быстро поймали шелковый шнур, огладили лаковые ножны. «Можно?» — низко и мягко спросил Тэхён. «Вытаскивай», — разрешил Ханза, не касаясь его ничем, кроме взгляда. Сейчас чернота его глаз была жгучей. «Только глядя в глаза», — добавил он, находя его взгляд своим.
Смотри мне в глаза, Ким Ты-хён, и не смей даже моргать. Боюсь тебя поранить, оскалился тот. Я с холодным оружием обращаться не умею. Неловко ведь выйдет. Ой, Ли. Ханза оскалился в ответ. Задрав широкий рукав и запустил туда руку. К его руке. Обхватил его пальцы своими очень крепко, сжал их и медленно вытянул короткий меч с золотым шнуром на рукояти и такой же инкрустацией. Поднес его между их лицами на уровень глаз, не отпуская руки, и замер так. Лезвие меча не мешало взглядам пересекаться. «В этом есть какой-то глубокий смысл», — хрипло спросил Ты-хён. «В золоте». Во всем есть глубокий смысл. Взгляд Ханзы не отпускал его. Но пальцы разжались на запястье, чтобы потом опуститься на чужую спину и резким движением усадить агента на свои колени, притянув к себе. Только каким-то чудом Ты-хён не отрезал себе свой любопытный нос. И что же это был за смысл? Светски поинтересовался он. Казалось, чем более странной становилась ситуация, тем более свободно он себя чувствовал. Каким будет условие на этот раз? Что еще я должен сделать? Ты хочешь узнать все сразу? Ханза нырнул под меч, так что рука Ты-хёна с ним осталась за его спиной. Не слишком ли много снято для второй встречи? Могу я ответить грубо про свои условия? Или все-таки тебе понравится моя галантность? Ты здесь хозяин, ты решаешь, как обращаться с незваными гостями. Ты-хён бы пожал плечами, но старался больше лишний раз не шевелиться, пока в его руке смертоносное оружие. Кажется, оно выпало из его руки, когда Ханза рывком и каким-то приемом из единоборств уложил его на лопатки и перед этим даже сумел отодвинуть чайный поднос. Или его девушка унесла вместе с Чимином. Он навис сверху, опираясь на руки. Тяжелый шелк опустился вокруг них в каком-то красивом беспорядке. Тогда условие следующее. Ханза наклонился к щеке Ты-хёна и, словно хищный зверь, собрал с кожи его запах. Ты получишь ответ, когда решишься сравнить размеры моего члена и моего меча, — горячо прошептал над ухом. Примерная пропорция 1:2, выдал Ты-хён. Фи, господин Хаттори, не изящно. Выбивайтесь из образа. Вообще-то я имел в виду руками. Тот вновь приподнялся. Ну, примерно ты угадал. Видимо, сделки не будет, раз для тебя требуется быть изящным. Это точно не ко мне. Ты-хён скинул бровь. То есть я был облапан, чтобы не получить ответа? Какой вы японец, господин Хаттори! Не смешите! Золото, правда? Что за дешевые эффекты? На кого они рассчитаны? На заезжих туристов? Единственный глубокий смысл, который в этом вижу я, золотой телец вас и погубит. Ни стиля, ни манер, ни способности держать слово. Слезьте с меня, я ухожу. Здесь я больше не увижу ничего интересного. Во время его пламенной речи глаза Хаттори менялись несколько раз. Да и все его выражение. Казалось, он готов был в одно движение подтянуть к себе меч и отрезать эту говорящую голову от тела. Он почти готов был это сделать, но откатился на спину и поднялся. Подхватил оба меча, устроил в ножнах и вышел первым, чуть ли не снеся Чимина на лестнице. Куда он дальше пошел, Чимин уже не видел, но встретил напарника со шалевшим до сих пор видом. — Ты-хён, ты в порядке? Ты что ты нес? Он слышал. Он не мог не слышать. Даже поднялся повыше, чтобы расслышать все. — Хуйню какую-то, — высказался тот. — Поехали в управление. Если он не даст нам ответы на заданные вопросы, я затребую ордер, хоть от начальства, хоть от окружного прокурора.
А я еще думаю иногда, что с ума сошел. Чимин долго не мог прийти в себя, даже когда они покинули этот дом. «А я тебе сразу говорил, что мне понадобится выпить», — напомнил Тэхён уже в машине. Остановился в нескольких кварталах и потянул друга к себе. «Я такой злой, у меня перед глазами темнеет». «Да, мне теперь тоже очень надо», — согласился тот и прильнул ближе. «Что тебя так разозлило, Тэхёна?» — очень мягко спросил он. «Золотая рукоять», — признался он, ероша губами волосы напарника. «Это пошлость какая-то несусветная. Веришь, нет, это разозлило меня даже больше, чем то, что он хватал меня за руки, валял по полу и в конце концов предложил подержаться за его член. Это уже просто последней каплей стало. О чем дальше говорить?» «Действительно». Чимин снова захлопал глазами куда-то в окно, бездумно глядя на прохожих. «Ну, вообще это было очевидно, что он на тебя засматривался. Наверное, ожидал, что может тебя впечатлить. Не знаю. Кому-то ведь это нравится, но не тебе». Проговорил он задумчиво, а потом вспомнил лицо Ханза. Оно было очень расстроенным, когда он уходил. Точнее, пролетел мимо черным вихрем по лестнице. «Но вообще, я думаю, что ты перегнул. Это если честно. Сам же остался, когда мы могли уйти. И попросил посмотреть в оке что-то там. Я даже слова такого не знаю. В общем, я вижу это как-то так. Ты вошел в клетку с тигром, потаскал его за усы, а когда он на тебя разинул пасть, ты просто туда плюнул. Отличный способ отвадить тигра, конечно, но ты же сам к нему зашел. Ладно, что-то я не то несу. До сих пор просто в шоке от этой поездочки. Так что мы теперь будем делать? Что-то мне не верится, что он так просто теперь даст нам какие-то ответы». «Значит, — рыкнул Тэхён, — он даст нам эти ответы в камере». Затем выдохнул и мягче сказал: «Вакидзаси, это меч для сэппуку, когда самурай решает, что его честь превыше жизни. Он спарывает им живот, а катаной отрубается голова. Этот меч — воплощение чести. Ты просто далек от этой всей херни в Вашингтоне, а здесь азиатов куда больше, в том числе и японцев». «То есть ты оскорбил его честь, посчитав пошлостью?» — резюмировал Чимин. «Тэхён, почему мы оба еще живы вообще? А он вообще сейчас жив?» Что-то совсем странное ему в голову приходило после таких объяснений. «Не путай!» — Тэхён надзирательно поднял палец. «Он сам оскорбил свою честь этим безобразием». «Золотом?» — Чимин посмотрел на него. «Я сомневаюсь, что он делает это каким-то пошлым умыслом. Надо бы вообще поискать по нему информацию, что ли». Это, конечно, стоило сделать и раньше, до поездки. Чимин слишком запоздало это понял. «Поехали домой и там выпьем», — повторил Тэхён. «Надеюсь, Намджун уже вернулся». «Поехали. Ты же за рулем». Чимин сел ровнее и даже улыбнулся. Правда, как-то нервно, очень неспокойно на душе было после всего этого. Намджун вернулся поздно, с ребенком на руках. Астрид давно ушла спать, покормив обоих агентов, а Саджун задерживался в ресторане. Чимин, который остался с Тэхёном сегодня, едва не вскрикнул, но, увидев Ханбина спящим, успел закрыть себе рот ладонью. «Ничего смертельного, просто перелом. Быстро заживет». Намджун прошел в комнату, которую им выделили под детскую, уложил ребенка в кровать. Просыпаться тот пока отказывался, что даже к лучшему. «Слушай, Чимина, ты не побудешь завтра вечером с ним?» — попросил, прикрыв дверь, и сел за стол. «Побуду, конечно. А что случилось?» Чимин протянул ему бокал виски. Намджун поболтал в нем кусочки льда и выпил залпом, даже не поморщившись.
На свидание пойду. Чимин думал, что больше за этот день его ничто не сможет удивить. Но, конечно, ошибался. В смысле, на свидание? С кем? И когда только успел с кем познакомиться, сын же ногу сломал, пронеслось у него в голове, но Намджун резко поставил бокал на стол. С Сакджином? Больше никаких вопросов. Я спать. Я страшно устал. Он поцеловал Чимина в щеку, а потом и Тэхёна за компанию, и ушел в комнату, которую выделили ему. Чимин же той ночью остался в кровати Тэхёна, хотя ему тоже предлагали отдельную спальню. Но зачем? Во-первых, они уже привыкли вместе спать. Во-вторых, хорошенько напились и еще долго разговаривали за столом, а продолжили уже в кровати. Ну и в-третьих, Чимину до сих пор было как-то не по себе за Тэхёна, за то, что он там наговорил в маленькой Осаке. Чимин по-прежнему не боялся Хатори, но ожидать от него можно было всякого. Кто их знает, этих оскорбленных японцев, чем они привыкли платить за оскорбления? Точно ничем хорошим, как и прочие национальности. Надо было тебя оттуда за шиворот вытащить, пробурчал Чимин как-то не к месту, когда засыпал, крепко обнимая друга. Must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water, like a teardrop in your palm. And it's a hard winter's day, a dream away. It must have been love, but it's over now. Was all that